Приветствую вас на канале Провальный инвестор. У меня в последнее время очень много видео на еврейскую тематику. Я думаю, что скоро нас ждет ребрендинг канала, чтобы было сразу понятно, для кого это все. Потому что задумывался канал как инвестиционный, а стал он еврейским. Ну, собственно говоря, поэтому будет ребрендинг. И очень много комментариев есть, на которые я бы хотел все-таки прояснить их, потому что я вижу глубокое непонимание вообще многих моментов, особенно среди неевреев. И один из таких моментов – это есть комментаторы, которые пишут, что вот евреи считают другие народы не людьми, что вот там они не люди, их надо там, я не знаю, может быть, что-то с ними сделать. В общем, это глубокое заблуждение. И попробуем сегодня ответить на вопрос, откуда это идет, и, собственно говоря, почему это не является правдой. Итак, приступим. К сожалению, из-за того, что очень много, особенно неевреев, получает информацию из Торы, из других источников, абсолютно искаженных и абсолютно не основывающихся на комментариях и оригинале, то, соответственно, и получается вот такие вот искажения, такие вот мифы и обиды, исходя из того, что я неправильно понял, но я уже думаю, что, собственно говоря, так оно и есть. Но большая проблема – это именно неправильное толкование, неправильное понимание. Так вот, написано, что все евреи – это человек, но не значит, что другие не люди, как это принято понимать у других, а это значит действительно, что все евреи – это один человек. И это имеется в виду. Нас 15 миллионов, грубо говоря, надеюсь, больше, не знаю точно. Очень сложно точно посчитать, но каждый еврей – это 1/15 от вот этого глобального одного большого человека, одного организма, которым мы являемся. И ни один другой народ не является одним организмом. Иными словами, что Вася, Петя и там Саша – это три разных человека. А у нас Мордехай, Даниэль и Шломо – это глобально один человек. И мы это видим во многих местах. Когда евреи получали Тору, написано, что они были одним телом и одним сердцем. Это значит, что они были действительно одним целым. Невозможно взять и одного еврея сейчас оторвать и куда-то там, чтобы он был себе один. От этого пострадает весь еврейский народ. Возьмем мы изолируем какого-то Сашу, никто от этого ничего не пострадает. Теперь, откуда мы еще видим, что имеется в виду именно такое толкование? Написано, что все евреи ответственны друг за друга. Не написано, что все русские, украинцы, казахи ответственны друг за друга. Делайте каждый, что хотите, и, в принципе, как говорится, каждый отвечает сам за себя. Теперь у нас каждый еврей ответственный друг за друга. У нас есть такое, что мы должны говорить нашему брату, где он не прав, где он ошибся, чтобы он исправился. Мы действительно отвечаем и за хорошее, и за плохое каждого отдельного индивидуума, потому что мы являемся одним целым. И поэтому, когда какой-то еврей делает что-то не совсем так, за это отвечает потом весь еврейский народ. И именно в этом имеется в виду, что еврей – это человек. Иными словами, вы являетесь действительно одним целым. Если ты будешь бить по пальцу, будет больно всем. Если будет кто-то что-то делать не так, будет больно всем. И поэтому это является действительно проявлением только у еврейского народа. У других такого нет. Но это не значит абсолютно никак, что другие не люди, как это принято толковать. Я попробовал сегодня ответить на этот популярный комментарий достаточно вкратце. Кто захочет более подробно разобраться, советую посмотреть первоисточники, потому что очень часто, когда вы смотрите что-то не в первоисточниках, то, во-первых, есть проблема перевода, очень сложно перевести иврит и понимание значения слов на другие языки, это очень часто невозможно. И тот, кто хочет учить Тору без комментариев, это действительно часто не имеет вообще смысла, поэтому хотите посмотреть, как говорится, правду, смотрите первоисточник с комментариями. Ну а для тех, кто и дальше хочет быть уверенным, что в его жизни во всем виноваты евреи, может, собственно говоря, и дальше продолжать это делать. Это его личное дело. Моя задача попробовать развеять некоторые стереотипы для того, чтобы наконец-то люди взяли свою жизнь в свои руки и поняли, что для достижения их успеха им никто не мешает. Не прощаемся.